8 горячих конфликтов 2025 года. Каждый из них может вспыхнуть уже завтра и полностью изменить нашу жизнь. Представьте, цены на энергоносители рвутся вверх. Государство срочно наращивает вооружение, а мировые рынки охвачены тревогой. Миллионы людей уже сегодня ищут спасения в других странах, пытаясь уйти от новой волны нестабильности. Какие конфликты разгорятся в ближайшее время и как можно быть готовы к такому будущему? Разбираемся прямо сейчас. 8 место. Таиланд против Камбоджи. Причина. Древний храм Бхавихан. Один храм ЮНЕСКО и 200 тысяч людей бегут. Бхавихан. Территория, где любой шаг может обернуться эскалацией. Почему это древний храм? Что он стал в центре борьбы двух стран? Бхавихан – это индуистский комплекс на скалистом плато. Международный суд признал храм и прилегающую уступ камбоджийскими. Таиланд спорит по соседним участкам, апеллируя к исторической справедливости. Для Камбоджи это символ суверенитета и доходов. Для Таиланда это национальная гордость и контроль доминирующей высоты. В конце июля 2025 года конфликт перерос в вооруженное противостояние. Более сотни погибших, около 300 раненых, свыше 300 тысяч эвакуированных с обеих сторон. После посредничества стран АСЕАН действует хрупкое перемирие и согласованное развертывание наблюдателей. На границе фиксируются точечные нарушения, минометные обстрелы, перестрелки и использование дронов. В 8 тайских округах сохраняется военное положение, периодически закрывается КПП. Идет эвакуация и гуманитарная помощь. Часть жителей возвращаются. Сообщается наличие пленных с обеих сторон. Китай поддерживает АСЕАН-подход. Риски эскалации сохраняются. Бхавихан – это не просто какой-то храм. Один шаг, и весь регион может оказаться в эпицентре нового кризиса. Что сорвется раньше – перемирие или линии границ? 7 место. КНДР против Южной Кореи. Причина – Корейский полуостров. Одна граница и вся Азия на грани новой эскалации. Корейский полуостров – место, где любой шаг может привести к конфликту. Почему этот рубеж снова стал в центре мирового внимания? Для Пхеньяна полуостров – это вопрос выживания режима, инструмент влияния. Для Сеула – это гарантия безопасности и сохранения демократии. В 2025 году Северная Корея провела ракетные испытания в январе и в мае, модернизирует стартовую площадку Сохэ, готовится к новым запускам. Летом новых пусков не было, но Ким Чен Ын ужесточил ядерную риторику и лично инспектирует учения. В июле союзники наращивают совместные маневры. Южная Корея, США и Япония проводят масштабные учения. Растет активность у демилитаризованной зоны. Любая провокация от перестрелки до кибератаки может стать спусковым крючком для эскалации. США и Япония поддерживают Сеул. Китай осторожно балансирует. Россия укрепляет отношения с КНДР. Северокорейцы уже участвуют в войне против Украины на стороне Москвы. Корейский полуостров – это не просто граница. Одна искра, и война может стать глобальной. Как вы считаете, что будет раньше? Пуск ракет или переговоры? 6 место. Азербайджан против Армении. Причина – Зангезурский коридор. Один коридор 40 километров, и Кавказ стоит на грани. Зангезур – это коридор, где все может перерасти в новую эскалацию. Почему этот участок снова оказался в центре противостояния? В 2025 году Азербайджан добивается открытия Зангезурского коридора, узкой полосы через Южную Армению, соединяющей материковый Азербайджан с Нахичеванью и Турцией. Для Баку это не просто транзит, а стратегический рычаг влияния на регион. Для Еревана угроза суверенитета и риск потерять контроль над границей с Ираном. Летом ситуация обострилась. На границе фиксировались частые ночные обстрелы и нарушения перемирия. В августе в Белом доме лидеры Армении и Азербайджана при посредничестве США подписали трехстороннюю декларацию.
Транзит оформлен как коридор Тран, бывший Зангезурский коридор, только под армянским суверенитетом. Проект задуман как коммерчески управляемый коридор с развитием железнодорожной, трубопроводной и волокнооптической инфраструктуры. Стоит отметить, что это рамочный шаг к миру, а не финальный договор. Вашингтон подает инициативу как дипломатический прорыв и символ снижения влияния Москвы в регионе. Зангезур – это перекресток интересов мировых игроков. Одна вспышка, и весь Кавказ может казаться втянут в новый кризис. Станет ли новый коридор символом мира или предвестником новой войны? 5 место. Индия против Пакистана. Причина. Спорная территория Кашмир. Один регион и судьба миллиардов под угрозой. Кашмир – это точка, где спор между двумя ядерными державами может перерасти в глобальную катастрофу. Почему этот горный край снова оказался на грани? Для Индии Кашмир – это символ единства и борьбы с терроризмом. Для Пакистана это вопрос национальной идентичности и защиты мусульман. Весной 2025 года ситуация резко обострилась. В Кашмире прогремел теракт, десятки жертв среди туристов. Индия ответила авиаударами по лагерям боевиков. Пакистан ответил артиллерией и переброской войск к границе. В конце апреля и начале мая фиксировалась серия ночных обстрелов. Сейчас наблюдаются отдельные нарушения. Перемирие формально действует, но обе стороны усиливают военное присутствие. Иногда случаются диверсии. С одной стороны, Дели обвиняет Исламабад в поддержке экстремистов. С другой стороны, Пакистан обвиняет Индию в репрессиях против мусульман и произвольных задержаниях. Индийские генералы утверждают, что Китай делится разведданными с Пакистаном. Пекин это отрицает. США и ООН призывают к сдержанности и восстановлению каналов для эскалации. Кашмир – это не просто какая-то спорная земля. Один обстрел и конфликт может привести к катастрофе мирового масштаба. Кто моргнет первым? Сдержанность или эскалация? 4 место. Китай против Тайваня. Причина – пылопроводники и передовые чипы. Один остров и весь мир на пороге технологического кризиса. Тайвань – это не просто точка на карте. Здесь производится около 90% самых передовых чипов и примерно 60% всей продукции последних поколений. Почему битва за остров становится ставкой 21 века? Для Пекина Тайвань – это вопрос контроля над технологиями и статусом сверхдержав. Для острова это выживание и стабильность мировой экономики. В июне 2025 года Китай проводит крупнейшие за последнее время военные учения вокруг Тайваня, имитируя полную блокаду морских маршрутов и воздушных коридоров. Пекин повторяет, окно мирного объединения закрывается. Не исключаем силу. Тайбэй мобилизирует силы, усиливает обороноспособность, наращивает многомиллиардные бюджеты на противоракетную оборону, ПВО и дроны, углубляет кооперацию США, Японии с партнерами. Союзники поддерживают регулярное военное морское и авиационное присутствие в проливе. Евросоюз и Южная Корея разрабатывают аварийные логистические планы для полупроводникового оборудования через диверсификацию маршрутов, создавая резервы. Тайваньский пролив – это не просто какой-то рубеж. Одна ошибка, и кризис на острове остановит заводы по всему миру. Сколько дней продержится мировая экономика без Тайваня? 3 место. Израиль против Турции. Причина – османский вопрос в Сирии. Одна граница и Ближний Восток снова на грани большой игры. Южная Сирия – это территория, где сталкиваются интересы Израиля, Турции, Ирана и России. Почему битва за этот регион выходит на новый уровень? Для Израиля это вопрос безопасности и сдерживания иранского влияния. Для Турции это возвращение османского влияния и контроль над севером Сирии. Летом 2025 года в провинции Суэйда
вспыхнули самые тяжелые в последние годы бои. Русское ополчение сражаются с бедуинскими кланами. Местами происходят столкновения с сирийскими правительственными силами. По данным правозащитников, погибших и раненых свыше 1000 человек. Эвакуированных более 100 000. Израиль наносит точные удары по целям на юге Сирии, перехватывает беспилотники и объясняет это защитой границы и русских общин на Голланд, а также сдерживанием Ирана. После свержения Асада влияние России в Сирии ослабло. Турция усиливает рычаги влияния при новом сирийском правительстве. В Израиле это воспринимает как неосманское расширение Анкары и усиливают меры безопасности. Ближний Восток снова на линии разломов интересов. Станет ли Сирия вновь полигоном для мировых держав? Или этот регион наконец получит шанс на мир? Второе место. Иран против Израиля. Причина – борьба за Газу, а также за Иерусалим. Одна искра и весь Ближний Восток на грани большой войны. Газа и Иерусалим. Сирийские и ливанские границы. Все это линия огня между Израилем и Ираном. Почему борьба за влияние здесь способна изменить будущего целого региона? Для Израиля это борьба за безопасность и недопущение ядерной угрозы. Для Ирана это шанс бросить вызов США и укрепиться в регионе. Летом 2025 года сектор Газа снова охвачен огнем. С октября 2023 здесь погибло более 60 000 человек. Свыше 2 миллионов стали беженцами. Недавняя 12-дневная война началась по инициативе Израиля и США из-за подозрений, что Иран близок к созданию ядерного оружия. Война завершилась шатким перемирием, но обстрелы продолжаются. Израиль обвиняет Иран в поставках оружия, атаках из Ливана и Сирии, диверсиях в Иерусалиме и на западном берегу, а также в атаках беспилотников по Голландским высотам. Тегеран поддерживает ось сопротивления и усиливает свое влияние. Израиль намерен взять под контроль Газа-Сити, а при необходимости весь сектор, чтобы нейтрализовать проиранский Хамас, регион в шаге от большой войны. Станет ли Газа пусковым крючком глобального конфликта? Или этот вопрос удастся решить мирно? Первое место. Россия против Украины. Причина – геополитический контроль. Один фронт, и вся Европа стоит на пороге новой эпохи. Конфликт России и Украины определяет не только будущее Восточной Европы, но и баланс сил во всем мире. Почему именно эта битва становится центральной для всего 21 века? Для России это вопрос национальной безопасности и сохранения влияния. Для Украины это борьба за независимость и право на будущее. Летом 2025 года на фронте идут ожесточенные штурмы Торецка и Часового Яра. Украинская сторона заявляет о контррейдах в районе Купянска и о поражении объектов военной инфраструктуры в Крыму, тогда как российская сторона сообщает о взятии Часового Яра. Киев все чаще применяет дроны и дальнобойные ракеты. Москва отвечает ракетами, артиллерией и дронами, а также объявляет дополнительный набор контрактников. Согласно официальному заявлению, переговорные контакты пока не привели к прекращению огня. Позиции Москвы и Киева расходятся по границам, отводу сил и гарантиям безопасности. Каналы связи сохраняются, но соглашение не достигнуто. И обстановка на фронте остается крайне напряженной. НАТО усиливает оборону восточного фланга, а США расширяет военную помощь Украине. Китай сохраняет осторожный баланс. Россия же содействует ее партнеры. Иран поставляет ударные беспилотники, а КНДР – артснаряды и войска. Восточная Европа остается крайне напряженной. Остановит ли кто-то эту войну? Или ее последствия охватят весь континент? Мир 2025 года – это как шахматная доска, где каждая фигура уже на взводе. Одно неверное движение, и локальные конфликты вплетутся в цепную реакцию, которую будет невозможно
остановить. Эти 8 горячих конфликтов, о которых с вами только что говорили, это не просто какие-то отдаленные войны, а узлы, от которых зависит наше завтра. Кто сделает первый ход? И не станет ли он последним для всех нас? Ведь наш мир состоит из бесконечного цикла, хаоса и порядка, жизни и смерти, разрушения и созидания. И только вам решать, жить в колесе сансары или стать свободным.